Доброе утро, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Custom Truck. Многие в комментариях пишут, что наш канал уже превратился в какой-то канал Custom Tractor. Но ничего, не переживайте, не волнуйтесь. Мы потихоньку возвращаемся к грузовой тематике. И уже в следующих сериях вы это поймете. Сегодняшняя наша задача, во-первых, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Помните, что хорошее настроение – это настроение, которое мы создаем себе сами. Думайте о хорошем, мечтайте о хорошем, и пусть ваши все мечты сбываются, и все у нас получится. Наш тракторок Т-16, который нужно довести до ума немного. Вы сами видите, уже даже чуть-чуть снег появляется, а у нас есть нюансы по нему, а именно – электрика. Очень хочется сделать нормально, чтобы он запускался нормально. Также нужно устранить утечку масла. Я там заказал прокладочки. В общем, работы очень много. Поэтому, я думаю, видео будет очень интересным. Вы обязательно заваривайте чай, печенье, пельмени, печенюшки. Все, что вы любите. Но мы начинаем работать. Для начала я хотел бы его запустить и проверить, как он ведет себя после морозов. У нас были морозы -6, но вот сейчас отпустила немного. Посмотрим, вот просто хочу взять дрынь и попытаться запустить. Что с этого выйдет, сейчас увидим. Быстрого старта я решил шикнуть все-таки. С ним будет легче. Дыма нет. Что это? Я в шоке. Вы сами видите. Офигеть. Но это хорошая новость. Пусть чуть-чуть поработает. Решил я перегнать наш трактор в сторону гаража, потому что нам нужно будет подварить дверь. Как вы помните, немножко ушли зазоры у нас во время испытаний. Поэтому и дождь еще на улице идет. Лучше загоним в гараж и будем там копошиться. Так что запускаем и выезжаем. Загнал трактор вовнутрь и прошел такой, сделал проход первый. Почистил первый снег, как говорится. Ну хорошо он идет, слушайте. Широкий захват с резинкой, очень обалденно. Вообще классно. Очень сильно плывет масло. Нужно разбираться, в чем там причина. Ну, скорее всего, прокладки на клапанных крышках. Сейчас этим займемся. Скидываем клапанные крышки и очищаем все тщательно. Ставим новые прокладки. Потому что масло плывет сильно. Это не есть правильно. Больше всего времени отнимает очистка. Вот такие прокладочки пришли к нам с Озона. Вот эти мягкие, хорошие вроде как. Вот эти отверстия нужно проделать. Ну, вроде отлично. Ставим. Вот здесь нужно быть очень аккуратным. Эти крышки лопаются на ура. Не надо спешить.
Минут 5 он стоял, работал. В принципе, одна капка там капнула, и то наверняка это старая. Можно сказать, что все хорошо, успех. Ну вот, бывает, видите, из-за прокладок. Ну, посмотрим еще. Ну, вдруг поплывет. Но, по-моему, все нормально. Я так протер, даже посветил, все пересмотрел. Вроде нигде не текет. Специально снял даже ремень наш. Ну вот, так что, я думаю, нормально все будет. Двигаемся дальше. Еще один момент, который нам нужно устранять, это топливный бак. У нас на канистре, и это неправильно. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Ну, тут фильтр, конечно, слезы. Как и колба. Понял. Не знаю, найду я такой фильтр у себя. К сожалению, фильтра такого нету. Я сбегал к соседям. У них тоже нету, поэтому будем делать ахалай-махалай. Ахалай-махалай — это серьезная конструкция. Это пакистанцы отдыхают. Вот такой фильтр у нас будет. Чик. И чик. В любом случае он защитит от больших кусков грязи и т.д. и т.п. На Озоне закажем, как только придет с Озона, мы сразу же поменяем. Ну так, почти как оригинальный будет выглядеть. Осталось только там вычистить внутри, видите? Грязь, которая попадает с земли, ее нужно придать земле. Парни, что-то вроде такого. Не знаю, возможно, вы меня осудите, но нам нужно собрать. И я уверен, что это будет работать. Это гораздо лучше, чем вот такой писюн. Будет отлично работать. О, пускать кто-то завел. Ой, знакомый звук из детства, да? Много кто так просыпался под звук пускача, да? Ой, было дело. Так, вход, стрелку вижу. Это выход. Ну и отстойник. Отстойник тоже нам нужно помыть, и он будет продолжать выполнять свою функцию. Здесь, видите, есть нюансик нехороший. Нехороший. Может воздух подсасывать. Эта проблема не критична, но лучше ее, конечно, убрать, постараться. Во всяком случае, сгладить ее по-любому надо. Наверное, вам уже почти ее и не видно. Она вот здесь есть небольшая, но я не хочу сильно, знаете, плоскость эту менять. Вот, а чуть-чуть сгладить, это всегда поможет. Ну, сейчас еще чуть-чуть пройдусь. Подправил еще, и все отлично. Снизу здесь были подложены шайбы, чтобы не продавить корпус, я их, наверное, оставлю. Это мысль неплохая, на самом-то деле. Фильтры, можно сказать, у нас готовы. Теперь занимаемся баком. Сейчас зальем туда чуть-чуть топлива и попытаемся его пролить, дабы убедиться, что он там относительно чистый. Вот, кстати, наше сливное отверстие. О! Ну ничего там катастрофичного нету. Я думаю, можно вполне залить. Чуть-чуть вот эта бяка или ржавчина, непонятно. Ну, я думаю, можно смело заливать. Собираю топливную систему. Выход из бака у нас идет через фильтрик грубой очистки
идет на помпу. Вот здесь в штуцере тоже стоит маленький фильтрик такой, знаете, специальной грубой очистки. После фильтра топливо идет на отстойник, потом из отстойника на фильтр, а из фильтра уже в насос. Вот этот вход. Обратка же будет идти из насоса, вот она выход, и сюда вот будет приходить на тоже фильтр тонкой очистки. Ну, вот эту трубку я пока еще не нашел, на обратку именно, а эти уже сейчас сделаю, то есть тут мне хватает. Вот, так что такая у нас топливная система, ну, по сути, по идее, должно работать. Вроде бы все правильно я соединил. Обратку пришлось сделать на основе вот такого пластикового шланга. Он диаметром 8, но я думаю, должно бы это сработать, потому как все равно у нас стоит клапан обратный, который создает давление. Я думаю, будет нормально. Еще подпирать будет такой, ну, якобы тонкий шланг. Не нашел я такую трубку, которая бы имела на конце два разных штуцера под разный диаметр, потому что здесь маленький диаметр, а там большой. Может, я, конечно, что-то путаю, но вроде бы так это должно работать. У меня как раз в заначечке 20-ка. Огромное спасибо нашим подписчикам, которые приезжают к нам, привозят топливо, запчасти. Это, конечно, очень круто. Очень круто. Надеюсь, бак здесь целый, блин. И что это тут текет у нас? Не, вроде нормально, это просто пролилось. Видимо, там есть где-то у нас нюансик. Хомута нету на баке, все понял. Надо поставить хомутик-то. Вроде не текет нигде пока что. До Нового года уже совсем немного, и если вы подбираете себе автомобиль в преддверии новогодних праздников и хотите найти максимально выгодный вариант, в этом случае при покупке автомобиля вам поможет сэкономить и выбрать подходящее предложение бесплатный сайт автоспот.ру. Потому что на этом сайте есть практически все марки автомобилей, вы обязательно найдете что-то на свой вкус. На Автоспот собраны все предложения от официальных дилеров, а самое главное, что вы можете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Вы наверняка слышали, что автомобильный рынок стоит на месте, поэтому дилеры делают очень большие скидки. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть на 100 тысяч больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте бесплатное мобильное приложение Автоспот, в котором вы точно так же можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля. Кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую скачать. Но ссылку на Автоспот я оставил в описании, проходите и пользуйтесь. Я думаю, можно закачивать. О, подписчики, наверное, наши сигналят. Нету солярки. О! Есть. К сожалению, не повезло с этим шлангом, нужно его поменять обязательно. Перекинул шланг, правда, ну ничего покрасивее не нашлось, но тут уже эстетика не принципиальна. Главное функциональность. Капот не цепляется, запускаем заново, пробуем. С топливной аппаратурой вроде бы я разобрался. Была там еще утечка, пришлось переделать мне обратку. Отсюда убрал ее, переставил в бак. Потому что у нас вот здесь слабая резьба. И я, вы знаете, что-то перестраховался, решил
не рисковать, потому что плывет отсюда, поджать не могу. Вот, и шайбы поменял, все равно плыло. Поэтому поставил бак, обратку, я думаю, будет работать. Ну, а следующее, что нам нужно сделать, это натяжитель сделать. Сюда какую-то вот планку сейчас изготовим, чтобы у нас был натянут ремень. Ну, а потом займемся зарядкой. Тоже нужно этот момент устранять. Вот такой натяжитель генератора у меня вышел. Кстати, у нас много осталось вот таких вот пластин. Кто помнит, откуда это? Ну-ка, давайте в комментариях пишем. Мне интересно, есть внимательные зрители среди нас? Есть. Все, отлично. Изготавливаю провод, который у нас будет идти от генератора. Немного толстоватый, блин. Но потоньше, к сожалению, я не нашел. Во всяком случае, будем стараться делать максимально хорошо. А там как получится. Ну, это профессионально. Аккумулятор я поставил на зарядку, и вот здесь у нас частично есть электропроводка, поэтому больших проблем у нас нету. Есть и замок зажигания, есть и выход на фары. В общем, наша сейчас задача разобраться с этим всем. У нас есть провода, которые идут. Вот, это идет с генератора провод, а это провод идет на стартер, по-моему. Ну, сейчас буду еще раз смотреть. Это идет на датчик температуры провод. А вот этот еще пока я не разбирался, но идет куда-то тоже непонятно. В общем, сейчас буду разбираться с этим всем и потом вам доложу обстановку. Так, решил я начать с клем. Это у нас плюсовая, она в хорошем состоянии. А вот массы у нас нету. Поэтому сейчас установлю вот сюда массу. Вот такую. И сделал клемму минусовую. Вот у нас будет она идти от массы. И как раз ее хватать туда. Так что сейчас устанавливаю массу. Здесь 3 болтика, но предварительно зачищу. Снимать здесь не совсем комфортно, поэтому буду вам показывать, что у нас выйдет в конце. Потому что здесь так неудобно в этом тракторе. Плюс еще пианино. А ты-ли. Вы правильно говорите, что здесь надо бы установить, да, защитный экран, потому что рано или поздно эта колесница может так обдать маслом, что мало не покажется. Кто-то говорил, что нужно вынести этот распределитель туда. Да, с завода у Т-16 распределители 2 установлены вот здесь. Но у нас распределители стоят уже более интересные, более современные. И, кстати, я хотел еще вам показать, что у нас ни на грамм не опустилась стрела, ничего. То есть гидравлика полностью рабочая и не перепускает. Сейчас запущу лопату чуть-чуть. На улице уже темень темнющая. Ну, а я копошусь здесь с электрикой. Нашел зарядку. Чуть попозже вам покажу. Сейчас делаю вот 2 фары установлю, потому что темнеет очень быстро. И, ну, мало ли понадобится где-то со светом проехать. Поэтому лучше поставим тут все рабочее. Выключатель рабочий, выход рабочий. Стартер тоже у нас есть. Работает через релюху. Ну и сейчас вот выходы. Здесь ближний, дальний у нас. Вот, ближний, дальний. Сейчас сделаем тоже. Так что Т-16 преображается на глазах. Давайте похвастаюсь вам. Включаем массу. Чик. Все показывает разряд, потому что у нас горят фары. Ближний, дальний. Ближний, дальний.
Запуск у нас идет со стартера. Зарядка идет, давление в норме. Все отлично. Гидравлика работает. Тачка интересная на самом-то деле. Ну а завтра продолжим. Нам нужно разобраться с этой дверью. Она слишком много открывается. Я думаю, нужно сделать ее вот такое ограничение, чтобы было у нее. Вот, иначе она постоянно будет заламываться. Выровняем ее. Выставим зазоры. Ну, сделаем. Тут ничего, проблем не будет. Но повозиться придется. К нам приехали кузовщики, профессионалы. Сейчас они будут нам выставлять дверь. Все, отлично. Зазоры в норме? Почти в идеале. Все понял. Так что сейчас выставим дверь. И я думаю, все будет отлично. Подварил я дверь здесь. И, в принципе, теперь все работает. Зазорчики четко. Также еще раз огромное спасибо парням, которые нам помогли. Вот. Ничего нам не мешает прокатиться. Хочется прокатиться и попробовать вообще чуть-чуть в сторону болота проехать. Посмотрим, как оно будет топиться, будет, не будет. Так что сейчас поедем кататься, наконец-то. Заглох, Лёш. В общем, произошло непонятное. Заглох и все. Какая-то у нас проблема, друзья. Такое чувство, как просто соляра перестала идти. Но здесь вот есть солярка. Как отключился, блин. Масло есть. Но это не связано. Ты когда начинаешь крутить, отсюда воздух идет вот так. Чик. С насоса, типа, понял? Еще подкачать ему попробовать. Ну, почему воздух с насоса идет? Не знаю. Вот видишь, он опять пошла воздух. Ну, Опять я открутил. Солярка же есть. Вот я качаю. Странно. Ну. Ну, тут все просто дело насоса. Смотри. В бак слышно, как обратка идет.
Может, лопнул ремень ГРМ? Это не очень такая версия. Нужно быстрый старт. Наверное, он нас спасет. Давай. Ну-ка, подожди, я пробую заведу. Странно. Как-то странно. Скорее всего, какая-то проблема с насосом. И, наверное, он боится ехать в болото. Только к болоту он сразу назад. А, Лёш, как ты думаешь? Сейчас попробую здесь развернуть, да выехать. Как-то убирается. Колеса как якорь. Опять? Ну он потихоньку хочет выехать. Включу маленький. Ну попробуй.
Попробуй туда-сюда рулем. Нету тяги, блин. Может, у нас там соляны нет? Глохнет потихоньку. Давай заглушим и зальем соляры. Давай. Что-то он все хуже и хуже и хуже. Да, возможно, соляра заканчивается. Ну, сейчас зальем еще десятку и посмотрим. Еще сюда, в эту сторону наклонились, блин. Ну, наверное, он не выйдет сам, мне такое чувство. Но можно ковшом попробовать. Нам подписчики говорили, что можно ковшом. Блин, вон какой лед. Ну, раздолбал весь лед. Да не едет он, ковш этот не дает ему, И естественно. колеса как якорь. Да, че, блин, тут вот захотелось мне чуть-чуть. Это Леша мне машет, давай, чуть-чуть. Ну, не важно, сейчас зальем солярочки, взад-вперед выедем ковшом, зацепимся, подтянемся и поедем. А у нас же лебедка есть. Блин, цеплять не за что. Она работает. Да. Пошли за топливом. Пойдем. О! Сейчас тут прокачаем. Я даже не ожидал, что у нас может такая проблема быть. Все там четенько, все так красиво. О! Стой, подожди. Лёш, подожди. Лед уберу. Ну-ка, давай. Блокировку, нажми блокировку. Блокировку нажми вот здесь, возле газа. Сзади. Сейчас вон то подключится колесо. О! Давай. Вот что значит настоящий тракторист сел за руль. Бляха, искры летят какие-то. Лёш, включи гидравлику и поверни ковш ровно. Да, рычажочек со сцеплением. Вперед или назад, я уже. Назад, наверное. Со сцеплением. Вперед, наверное. Мне кажется, у нас проблема с этим ТНВД. Вот это кракен у нас. Ну, конечно, он не для оффроуда, к сожалению.
испытания показали, что для болота он, к сожалению, не годен, как и многие из вас писали. Но на нем больше интересно не кататься где-то, а вот именно управлять рычагами, пользоваться ковшом. Вообще очень удобно. По поводу того, что он глох, возможно, было мало солярки и она отливала. После того, как я просто снял шланг, одел обратно, и мы долили солярки, вроде насос стал работать адекватно. Ну, посмотрим дальше, как он будет вести себя на крайняк. Мы сможем восстановить наш МТЗ-шный насос, и все должно быть в порядке. Ну, а на этом, друзья, все. Огромное спасибо всем за поддержку. Не забывайте подписаться, чтобы не пропускать следующие серии. Впереди нас ждет новый проект, так что обязательно подписываемся, чтобы не пропускать. Вам только хороших людей на жизненном пути. С наступающим Новым годом. Всего самого-самого наилучшего. Всем пока.